Куда отвести дождевую воду с крыши? Привет, друзья! В этом ролике расскажу, как можно сделать отвод воды от дома, чтобы это было эстетично, удобно и красиво, если нет возможности отвести воду по ливневой канализации. Конечно же, самый лучший вариант – это проложить трубы и отвести воду от фундамента в ближайший овраг или мелиоративный канал. Сделать небольшой уклон труб, и вода во время дождя или таяния снега сама будет уходить от дома, при этом не разрушая фундамент. А что делать, если нет оврага? В таких случаях отводят воду по земле в лотках максимально дальше, насколько можно. На газон или лужайку. Это далеко не самый лучший вариант. В этом случае газон будет постоянно затапливаться и, возможно, размываться водой. Как сделал я, узнаете дальше. Устанавливаем водосточный желоб на крышу. Как установить, останавливаться сейчас не будем. Далее устанавливаем водоприемник под водосточной трубой на утрамбованное основание из песка. Для этого размешиваю песок с цементом. Добавляю немного воды. Площадь крыши у меня небольшая. Буду использовать уголок канализационной трубы 50 мм. Далее буду использовать двуслойную гофрированную трубу для электрокабеля диаметром 63 мм. Особенность ее в том, что внутрь ее как раз плотно вставляется канализационный уголок, а также она легко укладывается. Выбираю подходящее место, подальше от строений и коммуникаций, и копаю яму. Глина. Верхний слой глины я прошел. Далее начался песок с хорошей водопроницаемостью. Это хорошо, так как будет хорошее водопоглощение нашей системы. Вот такие необычные артефакты на глубине. Пишите в комментариях, что это. Грунтовые воды близко, особенно весной. Частично в части трубы, которая будет находиться в яме, сверлим отверстие. Укладываем трубу от водоприемника до нашей водопоглотительной ямы таким образом, чтобы часть трубы с отверстиями находилась в яме в виде спирали с уклоном вниз. Вода по трубе будет течь до самой ямы. Далее дождевая вода частично через отверстие, а частично на конце трубы будет вытекать в яму. Стенки ямы обворачиваем геотекстилем. Засыпаем щебнем или камнями. Где взять камни, думаю, вы и так знаете. Засыпаем как внутрь нашей спирали, так и сбоку между трубой и стенками ямы. При этом следим, чтобы труба оставалась под уклоном, а вода без препятствий могла стекать до самого дна.
заполнения щебнем, сверху закрываем геотекстиль. Теперь можно засыпать песком. На всякий случай фиксируем местоположение данных коммуникаций. Подключаем систему к водоприемнику. Устанавливаем обязательно пескоуловитель. Использовать такие системы для отвода воды можно в случаях, когда на глубине, соответствующей дну конструкции, грунт имеет хорошие водопоглотительные свойства и способен впитывать достаточное количество отводимых вод. Преобладающий тип почвы в этом случае – песчаная, супесчаная. Производительность такой конструкции – 1 кубический метр воды в сутки, но она сильно зависит от размеров колодца и типа грунта. Получилась система, не требующая установки колодцев. С минимальным количеством материалов. При выборе водоприемника не стоит брать малые по размеру. Решетка водоприемника должна быть больше 20 см. Иначе при обильных осадках дождевая вода частично переливается за края. Осталось сверху уложить плитку, либо сделать газон.